Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами будет сравнение порошков. Вы просили, я для вас сделала. Что значит сравнение порошков? Я взяла 5 брендов. И мы сейчас с вами намажем одну прядь косметическую базу и одну прядь натуральные волосы. И посмотрим, как они работают по истечении нужного времени выдержки, то есть 50 минут. Если вы хотите, потом я еще сделаю вам видео, когда мы с вами будем на каждом этапе останавливаться. То есть мы должны с вами четко понимать, как работают порошки на 10 минутах, там, на 15. Это, я думаю, что в следующий раз сделаю, иначе будет очень долго. Сейчас мы с вами посмотрим именно, протестируем, как они работают на выходе по истечении 50 минут. Я взяла 5 брендов, как я повторюсь, и я сейчас вам покажу, какие. Так, значит, у меня с вами Light Master от Matrix. Дальше следующий бренд у нас Capus с микрогранулами. Следующий у нас Goldwell будет без пыли. Значит, четвертый это Estelle. И пятый это вот у нас, по-моему, Лонда с плексом. Тоже посмотрим, как работают. Что я взяла за базу? Вот я вам тут принесла цветовую палитру, чтобы мы с вами определили, какой цвет. Вот у нас пряди. О, видите, как здесь сразу цвет меняется, он как-то более желтый. Нет, здесь совершенно не желтый цвет, он натуральный такой получается, на уровне 8. Вот, давайте приложим, посмотрим по цвету. Ух, как здесь действительно все меняется. Ну, короче, в общем, поверьте, у нас это уровень 8, это натуральные волосы, не окрашенные. Цветоощущение, здесь цветопередача вообще никакая в телефоне. В общем, короче, это у нас натуральный цвет. Видите? 8, не окрашенные волосы. Так, и здесь мы взяли за косметическую, это вот 4. Я покрасила на 4 уровне. Была база вот такая у меня, то есть 8. Я покрасила 4 уровень. Давайте посмотрим, приложим кисточки, чтобы вы четко понимали, что я взяла. Так, вот, ну здесь более-менее похоже, да? Вот у нас 4 с вами. Ее тоже мы будем осветлять. И, конечно же, сделаем, как всегда, пары, чтобы было видно, как работает на косметическом уровне и как работает у нас с вами на натуральных волосах. Но это достаточно светлые волосы. Так что сейчас увидим, выйдем ли мы в идеально чистый блонд, если волосы натуральные. То есть как будто это у нас с вами прикорневая зона. Мы с вами все развели. Чтобы нам не перепутать, кладем косметическую базу слева, натуральный цвет справа. И вдруг у нас с вами получится одинаково, да? И мы с вами потом их не узнаем. Все развела. У нас с вами в итоге получилось 4 голубых порошка. И только один от Лонды у нас получился с вами белого цвета. Давайте теперь с вами все намажем. Приступаем. Первый у нас Light Master. Оставлю немножко хвостики для того, чтобы было видно, какой мы с вами брали. С косметической базой, либо без локон. Промазываете хорошо. Густо. Вы помните, что для того, чтобы равномерно получилось осветление, вы должны очень хорошо все намазать. Так, первый у нас готов. Light Master. Дальше у нас идет Capus. Он такой менее кремообразный, он такой какой-то шероховатый. Также хорошо все промазываем. Так, соседние мешаются. Так.
Здесь, мне кажется, я чуть-чуть не домазала. Давайте домажем. Следующий у нас с вами идет Goldwellовский. Тоже у нас кремообразная такая консистенция. Приятненький. Капус менее приятненький, он не кремообразный. Он какой-то с гранулами, с какими-то частичками. Не размешивается до полного крема. Но это мои ощущения. Значит, что мы с вами брали? Мы брали 6% окислитель, и разводила я везде 1 к 2 пропорции, чтобы у нас равные условия получились. Хорошенько все намазываем. Так, это у нас Goldwell. Так, оставляем. Следующий Estelle. Так, давайте посмотрим. Тоже здесь хороший крем, приятный. Соседний уберем. Так, видно? Видно. Наверное, мы с вами их закроем фольгой для того, чтобы они у нас не высохли, потому что 50 минут все-таки будут сидеть. И последний у нас с вами Лонда. Да, очень мягкий крем. Прям самый, наверное, скажем так, пышный. Прям воздушный, как будто взбитый. Так, готово. Все мы с вами нанесли. Если вы видите, где-то чего-то не домазали, конечно же, домажьте еще из своей баночки. Но вроде бы у нас с вами все они хорошо промазаны. Так. Домажем, если что. Так, все, вроде все промазано у нас. Вроде все хорошо. Возьмем с вами фольгу. Накроем наши пряди, чтобы не высохли. Так. Ну а теперь засекаем время. Время выдержки у нас с вами 50 минут. И после этого посмотрим, что у нас с вами получилось. Я вам уже покажу их, естественно, на выходе. Я их помою, закончу. Естественно, как мы с вами будем мыть, вы помните все, да? То есть шиго мы с вами моем для того, чтобы закончить реакцию. И дальше наносим либо кондиционер, либо, если у кого-то есть стабилизатор. То есть смотрите, как вам по технологии ваш бренд предлагает. Так вы и сделаете. Встречаемся через 50 минут. Прошло у нас с вами полчаса. Давайте подсмотрим, как у нас идет процесс осветления. Так, первый. Второй. Так. Угу. И последний. Ну, у нас еще с вами есть 20 минут, так что ждем. У нас с вами прошло 50 минут. Теперь давайте откроем, посмотрим результат. Первая. Вторая. Так.
цвете. Последняя. Ну, конечно же, так мы не можем оценить. Все они похожи. Сейчас помоем, увидим в сухом виде. Я положила прядки в шампуне, то есть я завершаю нашу реакцию, но в обратном порядке. Вот я сейчас вам покажу, как они у нас выглядят в шампуне. Результат у нас с вами получился. Теперь давайте определимся, какой. Так, первый у нас с вами Лонда. Давайте сравним наши две пряди. Это у нас с вами, как вы видите, был окрашенный цвет 4. Это был совершенно натуральный, не окрашенный волос. Давайте посмотрим, насколько разница, да? Видите, у нас с вами все-таки натуральный цвет осветляется лучше, чем косметическая база. Но вы не забывайте, что здесь нет тепла. Если мы с вами красим не пряди, а человека, то там идет еще тепло, натуральное тепло от кожи головы. Если вы еще прячете фольгу, то у вас получается равномерное тепло, распределяется по всему полотну. И давайте с вами я сравню с палитрой, насколько у нас с вами фон осветления вышел в какой. Помните, здесь была 4. Здесь была 8. Давайте посмотрим, во что мы с вами вышли. Поглядим. Ну, видите, мы здесь вышли с вами все-таки между где-то 9 и 10. То есть здесь не чистая 9, у нас все-таки не интенсивно золотой получился. Но все-таки такое что-то ближе, я имела в виду по поводу беленького, да, по поводу более светлого, то есть более натурального цвета. У нас все-таки ближе идет между 9 и 10, да? И у нас с вами 4, наша косметическая база. Вот получился, видите, такой золотисто-рыженький, больше золота, чем рыженького. Значит, соответственно, он у нас с вами вышел ближе к 8. Я считаю, что 8 здесь вполне его перекроет, потому что у нас 8 либо интенсивно желтый, то есть желтый, либо с легкой медью. Вот как раз у нас здесь такой вариант. Так, это наша Лонда, первая. Так, дальше вторая у нас с вами Эстель. Показываю вам поближе Эстель. Как у нас осветлился Эстель. Вот у нас Эстель. Давайте сравним. Видите, в Эстеле чуть больше на косметической базе рыжего. И здесь более желтый, на мой взгляд. Он уже, видите, ближе к 9 идет. Видите, к 10 никак. И уже все-таки с косметической базой ближе к 7 у нас. Здесь больше рыженького. Goldwell следующий. Показываю вам. Вот у нас так осветлились они. Сравним теперь с палитрой. Угу. Здесь у нас с вами косметическая база осветлилась. Ну, на мой взгляд, тоже рыжего присутствует пополам. А вот натуральный оттенок, он все-таки идет у нас ближе к 10, на мой взгляд. Вот посмотрите сами, видите? Ближе к 10. То есть здесь такой бледно-бледно-желтенький. Капус. Вот он, капус у нас. Вот так вот капус осветлился.
Угу. Приложим, как и все, к палитре. Угу. Ну, на мой взгляд, капус поднял тоже до 10 уровня. Видите, тоже бледно-бледно-желтый. И по поводу косметической базы, мне кажется, что он все-таки идет между у нас 8 и 7. Ближе к 8, я так думаю. Все-таки косметическую базу, на мой взгляд, он поднял чуть светлее. Больше желтого, чем рыжего. Матрикс. Показываю вам Матрикс. Угу. Прикладываем. Так, Матрикс, косметическая база все-таки 7. Рыжего больше, чем... Вы знаете, даже на мой взгляд... Нет, все-таки здесь все-таки 7 косметическая база. И по поводу натурального оттенка, который мы с вами осветляли, ну, видите, он все-таки у нас идет ближе к 10. То есть осветлил нормально. Теперь давайте сравним между собой все пряди сначала с натуральной базой. Берем, значит, у нас первая будет прядь, чтобы мы с вами не путались. Это Матрикс 2. Так, 3. Ой, тихо, не падай. Так. И последняя. И давайте мы их с вами сравним теперь между собой. Насколько у нас работают порошки на натуральной базе. И заметьте, натуральная база у нас все-таки была достаточно светлая. Давайте сравним. Я надеюсь, что все-таки что-то видно. Видно, да? И теперь надо нам как-то положить и сравнить вот эти вот оттенки. Ну вот, на мой взгляд, самый светлый, сейчас я вам достану. Я надеюсь, что видно, да, тоже. Посмотрим, что у нас самый светлый. На мой взгляд, вот смотрите, самое светлое здесь у нас в серединке идет. Давайте вытащим, что у нас здесь самое светлое. Остальное положим. Что у нас самое светлое? Сейчас я вытяну. Что-то я тут вытянула. Так, получается 1, 2 и 1. Значит, самое светлое. Держу. Сейчас. Так, у нас самое светлое с вами. Это получается 2 и 3. 2 и 3 это у нас с вами Капус и Goldwell. Вот обратите внимание, что по итогу на натуральные волосы лучше всего осветляются это Goldwell и Капус. Вот обратите внимание, не знаю, как будет по структуре волос, как будет себя чувствовать после этих окрашиваний, но самое мощное натуральное осветление это дает Капус и Goldwell. Если учесть, что у них разная все-таки текстура при нанесении была, но, как видите, работают они неплохо. Значит, это у нас Капус и Goldwell. И вот остальные у нас с вами приблизительно на одном уровне остаются. Можем даже попробовать выбрать из них второе место. Давайте попробуем. Это значит у нас получается, что было? Это у нас Матрикс. Дальше у нас Estelle и дальше у нас Лонда. Давайте попробуем из них выбрать. Ну, здесь выбрать вообще получается просто не из чего. Мне кажется, они одинаковые. Если на самом деле приглядеться, обманываю вас, где-то на полтона у нас победил Матрикс. Где-то на какую-то 1/3 тона победил Матрикс. Он все-таки чуть-чуть светлей. Угу. Значит, Матрикс у нас на 2 месте. И получается 2 последних на 3. Это у нас Estelle и Лонда.
С этими мы с вами разобрались. Это натуральные базы. Теперь давайте таким же образом сравним искусственный, да, то есть косметический пигмент. Начнем опять с первой. Light Master, то есть это у нас Matrix. Второй Капус. Так. Третий Goldwell. Эстель. И последний у нас Лонда. Держим. И будем смотреть, какой из них самый светлый. Что у нас лучше всего работает с косметической базой. Так, давайте приближу. Смотрите сами. Но, на мой взгляд, видите, тут даже спора нет. Это у нас с вами первое место. Вот на глаз это видно. Так вот здесь, мне кажется, похоже видно. Сейчас я попробую достать. Получше положу. Так, еще раз. Угу. Угу. Ну, однозначно, да. Вот у нас первое место занимает второй. Второй у нас с вами Капус. То есть Капус у нас с вами снимает лучше всего косметическую базу. Вот он у нас получился самый светлый. Это Капус. Он на первом месте по снятию косметической базы. Теперь давайте искать с вами второе место. Давайте смотреть, что вам кажется здесь более светлым. Он был здесь на втором, то есть у нас первое, третье, четвертое, пятое. Смотрим. Угу. Посмотрим по всей длине, потому что, может быть, я неравномерно что-то намазала. Видите, здесь так сложно выбрать. Но явно, что последнее место занимает у нас Light Master с работой на косметической базе. Видите, он получился у нас вообще самый темный. Как же здесь вот выбрать второе место? Они практически одинаковые. Ну, получается, у нас, значит, с вами третье место однозначно идет. Матрикс, он самый темный. И, значит, у нас будут все остальные, скорее всего, на одном месте. На мой взгляд, они совершенно идентичны. То есть вообще даже ни грамма разницы нет. Ну, во всяком случае, с моей стороны так кажется. Если у вас видимость какая-то другая, может быть, со стороны вашего объектива, то есть со стороны вашего экрана лучше будет видно, то вы можете мне написать или сделать для себя какие-то выводы. Так что я считаю, что у нас с вами третье место занимают Goldwell, Estelle и Лонда. Занимают третье место. Так, Goldwell, Estelle и Лонда. Значит, еще раз с вами заключение делаем. На натуральной базе у нас с вами лучше всего работают Капус и Goldwell на натуральной базе. Второе место у нас на натуральной базе занял, по-моему, Matrix. И последние два Estelle и Лонда. И на косметической базе, то есть мы выходили с вами с четверки. Лучше всего работает у нас Капус, насколько я помню. Дальше Goldwell, Estelle и Лонда у нас занимают второе место. И третье место занимает у нас Matrix. Но еще не забывайте, что Лонда у нас с плексами, то есть защитой. Плексы всегда у нас замедляют действие. Поэтому, скажем так, для уровня с плексами очень-очень неплохо проработал у нас Лонда. Так что вот, смотрите, пользуйтесь, делайте выводы. И, соответственно, тогда уже рассчитывайте, берите окислитель правильный, выдерживайте время, которое вам нужно, и дерзайте. Всех я, как всегда, вас люблю. Все, всем пока-пока.